Однажды, возвращаясь с закрытого благотворительного вечера, Николас неожиданно велел остановить машину у небольшого придорожного кафе. В этот вечер он впервые за долгое время почувствовал потребность просто быть среди обычных людей. У входа он заметил девочку босую, в изношенной куртке, сидящую у мусорных баков. И именно от нее он услышал нечто невозможное: «Мия жива». Это звучало как безумие. Но девочка знала такие подробности, которые были известны только им двоим. Лалабай. Фразы, интонации, мелкие детали прошлого. Она назвала имя, которое могло знать только близкое окружение, и дала адрес приюта в глуши Айдахо, месте, куда никогда не доходили журналисты и сделки. Николас немедленно выехал туда. Приют оказался скромным, но чистым. И дети действительно знали женщину, похожую на его жену Мию. Она приходила туда нерегулярно, представлялась другим именем, учила детей ухаживать за больными, готовить, латать одежду. Однажды кто-то пытался ее поймать, после этого она исчезла. Вернувшись домой, Николас начал собственное расследование. Документы по делу оказались поддельными. Судмедэксперт, указанный в отчете, никогда не работал в день аварии. Вскрытие не проводилось. Детектив, нанятый конфиденциально, подтвердил: тело ребенка в машине не принадлежало Лили. Все было подстроено. Постепенно всплыла правда. Мия обнаружила теневые финансовые схемы в одном из подразделений холдинга Николаса. Когда поняла, что ее хотят заставить замолчать, она попыталась уйти. Но за ней уже следили. Аварию подстроили. Лили действительно погибла, это был удар, рассчитанный на то, чтобы сломать ее. Осознав масштаб угрозы, Мия инсценировала собственную смерть и ушла в подполье. Ей помогли две женщины, медсестра и бывший телохранитель Николаса. Когда он пытался ее найти, угроза вернулась. Камеры у приюта зафиксировали слежку. Мия снова исчезла. Через несколько дней команда Николаса нашла зацепку, след вел к старой часовне у границы. Там Мия оставила письмо: «Не ищи меня. Ради твоей жизни». Но все изменилось той ночью, когда Николас получил звонок. Детский голос прошептал: «Она в лесу, раненая». Без охраны, без предупреждений он поехал. И нашел ее истощенную, с пулевым ранением, но живую. В больнице он не отходил от нее ни на шаг. Пока она восстанавливалась, его команда завершила расследование. За всем стоял бывший деловой партнер Николаса, Келвин Слоун, человек, которого он считал другом. Слоун использовал имя Мии и внутренние ресурсы компании, чтобы скрыть отмывание средств. Когда Мия все поняла, он приказал ее убрать. Теперь правда вышла наружу. Общество узнало о женщине, которая, потеряв дочь, была вынуждена исчезнуть, чтобы выжить, и все это время помогала другим. Мия стала символом стойкости и сострадания. Но для Николаса она оставалась тем единственным человеком, с которым он мог дышать. После выписки они уехали из города. В маленький дом среди сосен, где не было ни камер, ни встреч, ни шума. Там, в тишине, они учились заново горевать, прощать, жить. Они не пытались забыть. Они просто держались за то, что осталось. Спустя несколько месяцев они вернулись в тот приют. Дети выбежали им навстречу. Та самая девочка была первой. Она обняла Мию крепко и долго. В ее глазах больше не было страха, только покой. Любовь не спасает от потерь, но она способна вернуть к жизни, когда все остальное уже разрушено. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.